жареный амук с овощами. В прошлом видео мы с вами готовили корейский амук, рыбные палочки, из 500 грамм морепродуктов, которые мы сегодня с вами будем использовать. И также нам потребуются овощи: 1 картофель, пол моркови, 1 луковица и 2 зеленых перца чили. Острые не любите, перца чили можно исключить. Итак, сначала мы нарезаем овощи. Кусками какого размера? Куски должны быть среднего размера, а толщина должна быть ближе к тонкой. Но смысл в том, чтобы все овощи нарезать приблизительно одной и той же толщины. И далее лук. Лук мы с вами нарезаем вдоль и поперек напополам, каждую из половинок. И затем эти кусочки, полученные кусочки, мы должны вот так вот руками разъединить. И получим собственно говоря, объем и толщину приблизительно той, которой мы нарезали картофель. Пол моркови мы просто нарезаем полукружьями. И получаем приблизительно тот же размер и толщину. Зеленый перец чили мы нарезаем тонкими кольцами. Как я и говорила, острые не едите, перец чили можно исключить. И 5 стручков зеленого лука нам с вами потребуется. Мы нарезаем зеленый лук тонкими кольцами. Теперь подготовим амук. Рыбные палочки. Те, которые у нас как шарики, с ними можно ничего не делать и прямо так их использовать. Это будет красиво. Или разрезать их напополам. Также мы с вами готовили и толстые палочки. Толстые палочки мы нарезаем кружками или полукружьями, как нам больше нравится. В принципе, это не особо такие важно, какими кусками мы их нарезаем. Просто если сделать разные формы, то это будет выглядеть очень красиво. Так как, в принципе, амук сам по себе уже готовый продукт и не нуждается в дополнительной обработке. Поэтому какими кусками нарезаем, в принципе, не важно, просто по размеру, чтобы это подходило к нарезанным овощам. Теперь нагреваем на сковороде небольшое количество растительного масла. И сначала закладываем молотый чеснок в объеме 2 столовых ложек, сильно острый не едим, тогда 1 столовую ложку. Пассеруем и сразу закладываем нарезанные рыбные палочки амук. И опять пассеруем. И после этого прямо сразу же закладываем картофель. То есть тот самый овощ, который будет готовиться дольше всех остальных. И все это готовим, все время пассируя. Все это блюдо, оно готовится в процессе постоянной пассировки. Затем добавляем полстакана воды. И готовим на среднем огне, все время помешивая. Нам важно, чтобы картофель проварился, пропекся. Далее добавляем сахар. 1 столовую ложку. И опять все перемешиваем. Воду можно добавлять по необходимости, так чтобы картофель проварился. Далее добавляем соевый соус в объеме 5 столовых ложек. И все это хорошо перемешиваем, продолжаем готовить, помешивая. Мы сегодня готовим 2 варианта: не острый и острый. И далее добавляем морковь, прежде нарезанную морковь, и опять все хорошо перемешиваем. И затем, когда уже картофель почти готов, мы закладываем лук. Все хорошо перемешиваем и продолжаем готовить. Попробуйте на вкус, достаточно ли он соленый, есть ли баланс сахара и соли. Если что, добавьте соевый соус еще 2 столовые ложки. Тут по вкусу. Перемешиваем, продолжаем готовить. И когда картофель уже готов, мы закладываем зеленый лук и перец чили. Также можно добавить и паприку желтую, красную. Будет и вкусно, и красиво. Все перемешиваем. И как только перец чили размяк, мы добавляем кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. Все это хорошо перемешиваем, и в принципе неострое блюдо у нас с вами уже готово. Что мы делаем? Ровно половину полученного блюда мы с вами откладываем в сторону, и это есть уже готовое неострое блюдо,
амук, жареный с овощами. И теперь остальную часть делаем острой. Для этого добавляем красный молотый перец 1 столовую ложку, но пол столовой ложки мы засыпаем, а половину мы разводим с небольшим количеством воды и добавляем. Все это хорошо перемешиваем, чтобы вся масса покрылась у нас красным перцем и он растворился. И затем добавляем сахар 1 столовую ложку, так как мы добавили красный перец и нам необходимо найти баланс вкуса, поэтому добавляем сахар. Все хорошо перемешиваем и все, собственно говоря, второе острое блюдо у нас тоже готово. Мы все это выкладываем на тарелку и можно сервировать. Мы получили одно острое и одно неострое блюдо, то есть два варианта одного и того же блюда на каждого любителя. И щепотка кунжутных семян мы сверху посыпаем, и все, можно сервировать. А сейчас у нас время тестинга. Мне, если честно, больше понравилось не острое блюдо, именно вот в данном случае, хотя я очень люблю именно острые блюда. А если говорить об остром блюде, то оно по вкусу, между прочим, многим напоминает блюдо токбокки. Так что приготовьте и то, и попробуйте, какое больше нравится вам. Линк в конце видео на то, как готовить амук рыбные палочки. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!